Казани сформирован новый мировой порядок. Там прошла ежегодная встреча глав государств стран БРИКС, и звучат довольно громкие заявления, что вот теперь-то с гегемонией Запада покончено. Правда, что ли? В общем, решили мы в этом разобраться. Это Алексей Наумов, шоу, как вы поняли, «Разбор». БРИКС, как вы знаете, это международный клуб, такое объединение государств, которые, казалось бы, хотят установить в мире какой-то свой порядок, который должен быть более справедливым, чем то, что мы сейчас видим при американской гегемонии. Сейчас в нем 9 членов. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Египет, Иран, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты. Идея объединить эти страны в группу появилась в 2001 году, когда британский экономист Goldman Sachs Джим О'Нил посмотрел на карту и понял, что есть несколько стран с успешно развивающейся экономикой. И, кажется, в эти экономики было очень выгодно и правильно инвестировать. Тогда это было 4 страны: Бразилия, Россия, Индия и Китай. Так и появилось это объединение БРИК. В этом не было еще какой-то организации. То есть эти страны в этом формате не встречались. Это была исключительно такая умозрительная конструкция британского экономиста. Предполагалось, что эти страны будут играть все более важную роль в мировой экономике, способствовать более справедливому распределению ресурсов, но пока это, повторюсь, был такой теоретический клуб. Впервые в таком составе, в составе БРИК, страны встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в 2006 году. Тогда, в общем-то, можно сказать, идея БРИК как организации, которая потом стала БРИКС, в общем-то и появилась. Первый официальный саммит БРИК прошел тоже в России, в Екатеринбурге в 2009 году. Через год к организации присоединилась Южная Африка, South Africa, и, соответственно, организация БРИК стала организацией БРИКС. В общем-то, БРИКС — это не какая-то жесткая международная организация вроде НАТО, да, это такая площадка для диалога, где страны обсуждают, как им вместе взаимодействовать в рамках торговли, экономики, инвестиций, инфраструктурных проектов, то есть чтобы им всем вместе было выгодно. В 2014 году, например, при организации был создан новый банк развития. Предполагалось, что он будет как раз инвестировать в крупные инфраструктурные проекты стран-членов. Ну и это все такое сообщество единой судьбы, как китайцы говорят. То есть именно, что странам выгодно быть вместе, сотрудничать лучше, чем воевать, и почему бы не обсудить это на какой-то новой площадке. Со временем БРИКС приобрел политическое измерение. Ситуация в мире становилась все более нестабильной и все более опасной. В 2014 году Россия присоединила Крым, начались первые санкции, и стало понятно, что пути России и Запада как-то расходятся. Кроме того, спустя несколько лет началась торговая война США с Китаем. Американцы стали вводить санкции против Пекина, против Поднебесной, и в целом пути Запада и не Запада стали расходиться. И тогда-то страны сели и посмотрели, а вот же у нас есть буквально площадка незападных государств. Площадка государств, где нет Европейского Союза, нет Соединенных Штатов, нет НАТО, нету всех этих МВФ, всяких там международных торговых организаций и так далее. Буквально площадка для диалога стран без присмотра западного гегемона. И роль БРИКС стала возрастать. Мы видим, как все большее количество стран хотят присоединиться к БРИКС или хотя бы быть ассоциированы с этой международной организацией. То есть изначально пул этих стран с 4 разросся, сегодня их 9. Фактически очередь наступления огромная. Не так давно заявки на присоединение к БРИКС подали Азербайджан и Турция. То есть складывается такой своего рода альянс незападных государств, которые хотят добиться какого-то более справедливого, мирового порядка, как экономического, так и политического. Например, помимо этого банка, о котором я говорил, также был создан пул условных валютных резервов, что, по идее, прокладывает какие-то шажочки к тому, чтобы сформировать незападную финансовую систему и торговать друг с другом
используя не доллар, да, а свои местные локальные валюты. Причем, что интересно, конечно, БРИКС хочет реформировать мировой порядок. Но как именно это сделать? Здесь есть разногласия. Безусловно, Россия сегодня возглавляет те страны, которые хотели бы этот мировой порядок довольно сильно изменить, потому что вот тот порядок, основанный на правилах, как говорят на Западе, ничего России хорошего не принес. Есть также Китай. Китайская Народная Республика страдает от этого западного миропорядка, от санкций, но успешно торгует с Соединенными Штатами Америки и хотела бы, чтобы вот это их противостояние было каким-то более, что называется, управляемым. Да? То есть они хотят глубоко реформировать систему, но не хотят ее разрушать. С другой стороны, есть такие страны, как Индия и Бразилия. Они вообще, в общем-то, нормально себя чувствуют в нынешней системе, хотели бы лишь чуть-чуть ее поднастроить. Интересная была история, когда премьер-министр Индии Нарендра Моди как раз на саммите в Казани заявил, что не нужно думать, что БРИКС — это какая-то площадка, которая, значит, там на горе всем буржуям мировой пожар раздует, да, все уничтожит, разрушит, что просто хочется немножко более справедливой сделать систему, как-то немножко ее поднастроить. И вот здесь, кстати, кроется на самом деле главная проблема этого межгосударственного объединения. То есть страны, которые туда входят, или ассоциированы с ней, или хотят туда войти, их сегодня объединяет одно — недовольство западным миропорядком. Однако степень этого недовольства разная. Кроме того, нету какого-то единого рецепта, который бы мог дать им общую платформу, да, мог им как-то показать, окей, вам не нравится западный миропорядок, вместо него будет вот это. Потому что есть разногласия. Да? Есть разногласия по валютам. Как бы хочется, в общем-то, иметь финансовую систему, которая не будет зависеть от доллара. Но такую валюту сделать, мировую резервную, довольно сложно. Этой валюты должно быть много. Она должна быть всегда доступна тем, кто хочет ее получить. Ее должны буквально хотеть. Да? Сейчас все подряд, от наркобарона в Латинской Америке до криптоинвестора на Ближнем Востоке и какого-нибудь пластосума в Лондоне, все хотят доллар. И пока вот это будет актуально, от гегемонии доллара никуда не деться. Да? И придумать валюту с нуля сложно. Есть вариант попробовать на роль этой новой валюты использовать китайский юань. Но проблема в том, что вы буквально доллар замените на юань, и у вас гегемония это останется. Кроме того, Индия, например, имеет свои проблемы в отношениях с Китаем и вряд ли пойдет на признание юаня в качестве мировой резервной валюты. Поэтому я думаю, что за всеми этими разногласиями и несоглашениями можно разглядеть примерный контур того, чего эти страны хотят. Хотят они такой миропорядок, который основан на приоритете суверенитета. То есть, чтобы государство было в своей границе полновластным, чтобы никто к нему не лез с нравоучениями, никто не учил его жизни, никто не рассказывал ему, как правильно на своей территории управляться. Вот, например, в Иране, да, значит, там верховная власть у представителей духовного сословия. Ну ладно, вот у вас так. В Китае, значит, коммунистическая партия Китайской Народной Республики имеет власть. Ну что ж, хорошо, да, вот у всех своя система, и никто никого не учит жизни. Наверное, вот это, в принципе, и будет работать. Все это звучит хорошо, но интересно, как будет развиваться ситуация, когда Запад действительно почувствует угрозу от вот этого нового миропорядка. И когда он почувствует эту угрозу, он начнет действовать. Причем действовать не только методом кнута, как Запад умеет, но и методом пряника. Вполне возможно, что он может, скажем, отправить делегацию в какую-то из стран БРИКС или страну, которая хочет к БРИКС присоединиться, и сказать: давайте вы не будете участвовать в БРИКС, а взамен мы дадим вам статус привилегированного торгового партнера, безвизовый режим вам введем. Да? То есть, условно говоря, вот мы видим ситуацию, да, в какой-нибудь стране, которая вот между Европейским Союзом, да, и каким-то отношениями с Россией, да, например, Молдавия или вот Грузия. И, например, могут сказать: да, давайте, вот если грузины вы хотите в Европейский Союз, никакого БРИКСа вам, пожалуйста, не надо, да, то есть это вот давление. Кому-то, как к Бразилии, могут пойти буквально с предложениями привилегированного торгового партнерства. И смогут ли эти страны, да, не пойти на этот соблазн, не подкупиться западными обещаниями ради буквально вот этой благородной идеи нового мирового порядка? Ну, тут, наверное, только нам остается посмотреть, потому что пока, конечно, БРИКС не дает ту платформу,
который можно всем показать и сказать, вот наша замена западной гегемонии. Но уже классно, что действительно страны встречаются, страны говорят, страны принимают декларации. Что важно, это, кстати, как правило, не попадает в сводки журналистов и информагентств, а то, что регулярно между странами БРИКС происходят контакты на среднем уровне, да, чиновники по вопросам торговли, дипломатии, инвестиционных соглашений ездят, встречаются, и страны становятся ближе друг к другу буквально на таком вот уровне срединных связей, которые на самом деле очень крепкие. Поэтому БРИКС, конечно, дает нам представление о том, каким новый мировой порядок может быть, но понимаем мы, что пока, да, довольно вот далеко еще до этого миропорядка, но хотя бы движение в его сторону уже хорошо. То есть ненависть к Западу и к западным вот этим вот институтам и западному мировому порядку оказывается достаточным топливом для того, чтобы, буквально задумывать и воплощать что-то свое. Это был Алексей Наумов, шоу «Разбор». Спасибо, что посмотрели этот ролик. Если он вам понравился, на что я, конечно же, надеюсь, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал «Вестник Кавказа». До встречи через неделю.